Всем героям привет, с вами на связи Импреза, и сегодня у нас с вами в обзоре будет Темный Рейнджер. Герой этот у меня уже, естественно, давно, практически с самого начала игры. Определенную сумму кристаллов нужно накопить, чтобы его открыть. Я уже, к сожалению, не помню, сколько там кристаллов нужно. По-моему, что-то в районе там 2500. Вот. А, Что могу про него сказать и рассказать интересного? Ну, во-первых, у него фишка идет именно на урон по замедленным врагам. То есть все, что нам нужно, это просто стараться замедлять. И если мы с вами почитаем описание скиллов, то у нас есть вот такой вот скилл второй, дикие шипы. Враги пораженные. Тут важный момент или неважный. Ну, в общем, суть такая, что не обязательно прям вот именно до конца дело доводить. То есть именно пораженные луком запутываются в шипах и замедляются на 60% на 2 секунды. То есть, по идее, у нас лук стреляет сам по себе достаточно часто. Ну, все, конечно же, зависит от прокачки вашего аккаунта и так далее. Там характеристики, все это, конечно, влияет. Потому что поначалу игры у вас, скорее всего, будет все это достаточно медленно, нерасторопно, с чувством, с толком, с расстановкой и так далее. Вот. И, соответственно, вот этот скилл у нас сам по себе работает. И, соответственно, урон у нас тоже добавляется. Глобальное усиление тоже у нас неплохие. Здесь и 2,5% к нанесению шанса критического урона, и стандартная 12,5% к урону идет. Также все герои, которые разделяют теневой синдикат, вот эту фракцию, они получают еще 3% к шансу нанесения критического урона и 7,5% к скорости снарядов мы с вами получаем на 120 уровне. И вот что здесь по скиллам интересного. Лук имеет 35% вероятность того, что враги взорвутся после того, как мы их с вами положим. Здесь у нас урон, не урон, точнее уклон идет на замедление. То есть мы и взрываем, и замедляем наших с вами врагов. И замедление, оно, кстати, неплохое. 60%, вот по крайней мере у меня сейчас, вот даже вот если бы первый уровень был 50%, это очень и очень хорошо. То есть это скорость передвижения моба, она сокращается вдвое, если первый уровень скилла. Ну и, соответственно, если мы его поднимем, то 60, 65 и выше, это уже будет прям неплохо так чувствоваться. И вот здесь ульта. Ульта, кстати, ну, ничего такого необычного в ней нет. То есть она вот просто там идет вот этот град, шторм, как хотите его называйте. Вот эти вот кружочки появляются. И как таковая она совсем, честно говоря, не ощущается. Но, возможно, в статистике, в забегах, там, если мы с вами посмотрим на статистику урона, то, скорее всего, цифры мы с вами увидим неплохие. Но в любом случае герой у нас открывается легким путем, поэтому, скорее всего, большинство игроков его относят к категории средняя. Может быть, конечно же, кому-то он нравится, но честно вам скажу, что у меня некая доля симпатии к нему есть. Объясню почему чуть позже. Попадание. Вот тут тоже вот интересный момент. Попадание. То есть тут ни слова про то, чтобы кого-то прям вот окончательно положить. Попадание из лука заполняет ультимативную силу. Когда она заполнена, с неба падают стрелы, нанося 300% урона оружия. Ну и, соответственно, если будем поднимать, то на максимальном уровне у нас этот показатель будет равен 500. Ну, что могу сказать? Давайте просто вот делать выводы, исходя из того, что мы с вами здесь увидели. Здесь куча всего и слева, и справа, и так далее. То есть у нас идет уклон на урон по замедленным врагам, то есть стараемся замедлять любой ценой, чтобы у нас урон был выше. И, соответственно, где нам это может пригодиться? Мы можем с вами пробовать, ну, опять же, подчеркиваю, это, скорее всего, будет касаться только тех игроков, которые только-только начинают играть. Пробуйте проходить
обычные сложные главы тут без сомнений. Пожалуйста, пытайтесь, пробуйте, должно получаться. Там в целом любой герой подойдет. И можно проходить арену. На арене, на обычной, я думаю, вы 100% справитесь. Ну, хард, конечно, будет уже тяжеловато, потому что там свои нюансы есть. Например, если вы доведете героя до Эва, Эва у него идет, если не ошибаюсь, от перезарядки. Давайте глянем. Да, книга перезарядки нужна. Здесь уже Эва открыта. Посмотрим, что там будет. Вот. И что еще? Что еще? Можно пробовать, кстати говоря, проходить кошмар. Вот эта кнопочка у нас идет автоприцеливание, то есть герой сам поворачивается к врагам, соответственно, она должна в какой-то степени помогать, и то есть уже как будто бы должно полегче стать. То есть мы с вами бежим как бы задом, да, то есть лицом к мобам повернулись, и, соответственно, нам от этого должно стать легче, потому что стрелы не будут уходить в молоко. Поэтому пользуемся, пробуем, тестируем. Так, и что у нас здесь в кузнице? Здесь все прям вот до ужаса просто, то есть тут никаких прям каких-то головоломательных таких моментов нет. Здесь либо 1% на моменталку, либо 5% к нанесению критического урона. И то по факту будет в какой-то момент бесполезно, потому что левая сторона нигде не работает. Ну, не совсем корректно, конечно. В большинстве режимов она не работает. Правая сторона в какой-то момент тоже становится неактуальной из-за того, что достигнут кап по показателю нанесения критического урона. Вот я поставил правую сторону, пусть она стоит, все. Левая сторона мне здесь абсолютно не нужна. Либо на втором уровне, либо плюс 2 снаряда, либо сокращение перезарядки. Аналогично. Здесь очевидно плюс 2 снаряда мы с вами ставим. Тут без вариантов, то есть больше снарядов, больше у нас с вами будет урон. И, ну, конечно, если вы на начальном этапе игры находитесь, то можете поставить сокращение перезарядки, но опять же, в какой-то из моментов вы достигнете этого капа, и он вам просто будет не нужен. Поэтому в любом случае, я думаю, что если вы поставите даже на начальном этапе игры, если вы поставите плюс 2 снаряда, вы не ошибетесь. Пусть лучше будет так. Здесь ничтожно мало, просто вот минус 1% перезарядки, но поначалу, когда мы все это по крупицам собираем, нам в любом случае это нужно, поэтому мы с вами тоже это глобальное усиление забираем, даже несмотря на то, что оно настолько мизерное. Оно легко доступное, его легко открыть, его легко прокачать, поэтому забираем. И вот здесь выпускает веер стрел, нанося тот самый статус-эффект, который нельзя называть. Ну, что могу сказать? Небольшая предыстория. Все мы с вами, да даже, наверное, не все, по-моему, наверное, никто не знает, что был когда-то выпущен обзор на Эва Темного Рейнджера, но его, к сожалению, удалили, потому что очень много там было сказано именно про вот этот вот момент. И система, видимо, посчитала, что ну нельзя это слово говорить, и все. Я просто потом в какой-то момент обратил внимание на то, что обзора этого нигде нет, ну и потом уже догадался, что к чему и так далее. Просто никаких ни предупреждений там, ничего вообще не было. Вот просто вот убрали его и все. Как будто бы его не было. Там был коротенький обзор на 5 минут. Ну ладно, все. Надеюсь, сейчас у нас все с вами получится и все будет хорошо. Так, то есть, что здесь, вот какой вывод? У нас добавляется статус-эффект, но, опять же, если вы находитесь на начальном этапе игры, у вас нету ни экипировки, там, глобальных усилений мало, вы играете основными героями, которые только открываются в самом начале, там, рыцарь, паладин и так далее, у вас ну, как будто бы это просто вот, ну, не будет ощущаться вот этот статус-эффект, потому что дополнительного умножителя его нигде не будет. То есть, ну, будет этот эффект, но толку от него совершенно никакого не будет. То есть, для вас это будет просто визуализация.
И, соответственно, уже потом, в какой-то момент, когда вы вот там то откроете, это откроете, я имею в виду оборотня, там, клык призрака и экипировку, возможно, и когда у вас уже множитель вот этот добавится, то есть уже в характеристиках вы уже сможете посмотреть урон по вот этому вот статус-эффекту, ну, естественно, вы уже будете понимать, что этот герой, он вам толком-то и не нужен. То есть он не будет применяться у вас нигде, вы будете знать уже, какие герои вам нужны для того или иного режима. Поэтому здесь в этом плане Темный Рейнджер это вот, ну, как бы грустно и печально, но мне нравится. Вот мне нравится, что вот есть вот эти стрелы, они летят, вот этот веер красивый есть, сейчас обязательно вам покажу. И, кстати, хочу сказать, что в подземелье он достаточно э, неплохо себя показывает. На самом деле он, по крайней мере, у меня с моей прокачкой моего аккаунта этот герой чуть выше середины. Я напомню, что есть группа, внизу есть ссылка, либо в шапках профиля смотрите, если не работает, потому что столкнулся с тем, что у кого-то что-то не открывается, там ошибка какая-то выдается, но в любом случае ищите ссылки в описании, там в шапке и так далее. В любом, ну, кому надо, тот найдет, я всегда говорю так. Вот, и в этой группе можно посмотреть и статистику забегов в подземелье, и настройка есть кузницы как оружия героев, так и обычного оружия. Поэтому кому надо, тот найдет, зайдет, посмотрит. Вход свободный, заявку подаете, просто там есть кнопочка «Подать заявку на вступление». Все, больше вам ничего делать не надо. Итак, что у нас здесь интересного? Здесь либо плюс 5% шанс произвести взрыв врага, либо плюс 50% длительности статус-эффектов. В начальном этапе игры, я думаю, что лучше будет поставить левую сторону, потому что у вас не будет вот этих глобальных усилений на тот статус-эффект, который нельзя называть. Вот. А потом уже у вас, когда все вот эти глобальные усиления появятся, вы уже будете некую силу представлять собой, можно будет поставить плюс 50% к длительности статус-эффектов. Ну, тут как бы визуально каких-то изменений явно не будет, и поэтому давайте пробовать и смотреть, как вообще выглядит Эва Темного Рейнджера. Я думаю, что тут просто уже больше вот какие-то комментарии, они излишни. В любом случае надо его забирать, надо его открывать, надо его прокачивать, 3 звездочки надо ему делать. Ну а куда деваться? Так, здесь что возьмем? Давайте сделаем вот так, пусть они летают. Давайте обновим, добавим. Можно прибавить, обновим. Возьмем вот это. И вот я помню, как первый раз я его открыл именно Эва. Так, давайте чуть-чуть вот так убавим. Удвоение давайте возьмем. Урон давайте прибавим. Я помню, когда я его открыл, мне прям, честно говоря, все это дело очень сильно понравилось. И вот тяжело немножко, но надо до Эва добежать. И должно будет нам стать полегче. Вот она, перезарядочка. Сейчас уже прям чувствоваться все это будет. С перезарядкой видите, как прям уже прям полегче становится. Уже все, уже вот он к себе не подпускает. Сейчас удвоение, еще одну стрелу добавим, еще полегче станет. Сейчас еще и ульта у нас с вами запустится. Так, добавляем еще один снаряд и прибавляем 50% к урону. Ульта, по-моему, кстати говоря, напоминает ульту ледяного мага. Или нет, или да. Ну, у кого-то прям она идентична, прям вот вообще один в один, можно сказать. И вот она, вот эта красота. Вот ради чего, как бы, не то чтобы ради чего, вот та причина, по которой мне, ну, нравится за него играть периодически вот так вот, с вот этими вот эффектами, вот эти вот стрелы. Ну, выглядит это все достаточно красиво.
Я не знаю, как вам, но мне это нравится. Но понятное дело, что на это долго смотреть не получится. И, кстати говоря, не вижу я, чтобы работал вот этот статус-эффект. Может быть, он и работает, но как-то все это очень тускло. Ну, хотя нет, хотя видно, просто стрелы, видимо, все перекрывают и немножко теряется это все вот в этом обилии. Давайте еще перезарядки прибавим. Ну вот выглядит это все вот так. То есть, что можно сказать? Да, интересно, как бы необычно, м, завораживает даже немножко. Но опять же, где это все применять? Да, по большому счету, ну да, пробовать там обычные сложные главы проходить, там кошмар можно попытаться, но куча других вариантов есть, куда лучше варианты есть. Поэтому, ребята, делайте выводы. Но, кстати говоря, вот видите, выстояли. То есть поначалу было прям тяжело, тяжело, тяжело. И потом Эва у нас открылась. И просто резко бах, и все, и стало полегче. Ну, это как минимум о чем-то договорит. С учетом того, что у героя сейчас 3 звезды всего. И как бы неплохой это результат. Некоторые здесь прям, откровенно говоря, не вывозят. Вот такой вот результат получился. Посмотрели на Эва, сделали выводы, где применять и так далее. Всем пока-пока, до новых встреч!